Привет. Однажды я сделал карту острова Эрангель из PUBG и отмечал на ней свои первые места. Времена меняются, и сейчас я решил сделать карту острова из Super Animal Royale. Игровой мир весьма красив, много интересных локаций, и недавно в игру добавили порт Pixile. Это как конты на Эрангеле, но вы поняли. Мне необходимо было сделать карту в высоком разрешении. Для этого я обратился за помощью к модераторам и организаторам на русскоязычном сервере. Они запустили меня в игру в режиме наблюдателя. Кстати, ссылочка на сервер в описании. Сделав кучу скриншотов, я объединил их в одно целое в фотошопе. После чего в той же программе подготовил карту к печати. Идея сделать карту острова пришла мне еще с лета этого года. С того момента я и начал делать скриншоты со всеми своими победами в игре. Их-то я и буду отмечать на этой карте. По ссылке в описании вы найдете папку с картой, разбитой на листы А4. Попросите родителей или знакомых распечатать ее, или сделать это самостоятельно на фотобумаге. Фотобумага плотнее, и картинка на ней будет более яркой. На 4 из 12 листов будет лишняя белая часть. Ее аккуратно отрезаем канцелярским ножом по линейке. Разложив листы по порядку, можно приступать к сборке. Начнем с верхней части. Кладем листы карты на ровную поверхность и переворачиваем их, одновременно меняя местами, как показано на видео. С помощью малярного скотча соединяем соседние листы друг с другом. Лишние части скотча отрезаем. Точно так же делаем со следующей частью. Раскладываем, переворачиваем и соединяем. После сборки центральной части, ее можно состыковать с первой тем же способом. Остается также собрать нижнюю часть карты и соединить все в одну единую систему. Карта готова. Самое сложное уже позади. Теперь эту карту нужно повесить на стену. Выбираем подходящее место и в зависимости от того, из какого материала ваши стены, крепим карту на двусторонний скотч, степлером или гвоздями. В моем доме стены из пеноблока, так что я спокойно могу закрепить карту с помощью обычного канцелярского степлера. Что же делать дальше? Я решил отмечать на своей карте места, где я держал победу. Для этого я обратился в компанию, где мне напечатали свыше 1000 маленьких наклеек. Они, кстати, в виде лапок, как в самой игре. Я разделил их по 3 цветам, где красным я буду отмечать победы в соло, синим в дуо в сквадах и фиолетовым в ивентах. Вместе с этими наклейками мне выслали карту на листе размером 1 квадратный метр. Она печаталась на специальном оборудовании на бумаге City Light. И помимо карты, я в фотошопе сделал 2 постера с механиками и фишками, а также оружием, представленным в игре. Ссылку на скачку карты и постеров я оставил в описании вместе с ссылкой на компанию «Наклейки за копейки». Вы можете к ним обратиться, и они распечатают вам такую же или даже больше карту с наклейками. Так же, как и с самодельной картой, я закрепил ее на стене своей комнаты с помощью канцелярского степлера. Рядом с ней разместил свои постеры. Получилось весьма неплохо. Теперь, смотря на скриншот, я выясняю место, где победил. Беру наклейку соответствующего цвета и приклеиваю ее на карту. И так с каждым из последующих скриншотов. Отсмотрев все свои скриншоты, я сделал порядка 400 меток на карте. Наклеек еще осталось много,
Так что, по мере одержания новых побед, карта будет пополняться новыми метками. Надеюсь, ролик вам показался интересным. Не забудьте поставить лайк и написать свой комментарий. С вами был Чизбургер. Всем удачи. Пока.